Всем огромный привет! Я Алена Пестова, и сегодня вы на моем канале. Сегодня будет немножко нестандартный формат. Я сейчас еду на встречу с очень интересным человеком, который известен в мире перманентного макияжа и хорошо известен в бьюти-сфере. Сегодня будем говорить на тему продвижения, проявленности. Меня очень сильно удивил такой факт, что когда мы продавали буквально недавно в инсте лоты, именно этот человек скупил большое количество лотов на сумму 500 тысяч рублей. Мне стало очень интересно, что это за человек. Мне захотелось дико познакомиться, и самое интересное, что я была очень приятно удивлена. Что же это и кто же это? Я не хочу делать простой формат, где мы сядем за столом, будем пить кофе, попивать, разбор, ответ. Это очень тухло. И я решила подложить маленькую свинку, делать квесты, испытания. Ведь именно в этих испытаниях человек показывает, кто он на самом деле и какая у него миссия на этой земле. Посмотрим на эмоции, раскачаем человека и узнаем и познакомимся вместе. Ну что, дорогие друзья, поехали? Люди продают свои продукты и пытаются их навязать всем. Это неприятно, это просто неприятно. Моего супруга посадили в СИЗО. А у меня, что говорить, как говорить? Нам наложили кало в уши. Инфоповод перед продажами. Ты инфо-цыганка, что ли? Я работаю инструментами квантовой физики. Точно инфо-цыганка. Высыхают океаны. Что ты будешь делать со мной? Мне кажется, после этого мы закончим запись этого ролика. Блядь, Алена! Они там малинку кушают за 1100, блядь. Я это обожаю. Настюша. Привет, дорогая. Господи, какая ты красотка. Привет, ты тоже. Вообще просто. Ты, как говорится, в гостях в Сачке. Сегодня будем играть в мои дурацкие правила. Готова? Давай, я уже волнуюсь, но попробуем. Хочу, чтобы сейчас ты рассказала о себе и представилась. Кто ты, с чем тебя кушать, для чего ты нужна обществу, какие твои увлечения и твои достижения. Да, давай я максимально просто расскажу. Ну, во-первых, я являюсь организатором самого масштабного мирового конгресса в онлайне, да. Non-Stop Permanent. Да, это наш конгресс. Главное, чем я на сегодняшний день горжусь из своих достижений, это тем, что я помогаю бьюти-мастерам, в том числе мастерам перманента, увеличивать свой доход. Почему я это делаю? Я с 2018 года в онлайн-образовании, с 2020 года работаю с большими блогерами-миллионниками, создаю для них онлайн-курсы. В какой-то момент мне начали приходить заявки с просьбой о том, чтобы я помогла создать какие-то онлайн-обучения, либо просто обучающие курсы бьюти-мастерам. Поскольку мне не было интересно с ними работать в качестве продюсера, да, ведь я работаю с большими экспертами, я начала им помогать в качестве наставника. Собственно, делаю это по сегодняшний день. В описаниях написано, сделала 27 миллионов на сторис 300. Да, на охватах 300 это я как раз-таки сделала как продюсер с экспертом, у которого вообще не было экспертности, чтобы ты понимала, у него в блоге были 100 человек там аудитории, которые смотрели его сторис, это были его друзья, там, знакомые из его небольшого города. Буквально в течение короткого промежутка времени мы набрали чуть больше аудитории, сформировали эту экспертность и сделали там самый такой громкий запуск, которым я больше всего горжусь, потому что, знаешь, классно сделать блогеру-миллионнику хороший запуск с большими суммами, да, но сейчас это все делают и каждый. А вот ты попробуй без экспертности на охватах 300, а вообще изначально это было 100, да, сделать 27 миллионов. Вот это уже да. И, собственно говоря, я поэтому сейчас и стала ориентироваться на экспертов с мини-блогами, у которых небольшое количество подписчиков, и я им показываю, доказываю, что даже несмотря на то, что у них небольшие охваты, зарабатывать много реально. И помогаю им в этом. Сегодня мы приготовили для тебя много сладострастных утех. И сегодня мы будем проверять тебя на твою экспертность. И я, наверное, сегодня попробую заявить так очень громко о том, что я попробую раскрыть тебя максимально и выжать из тебя все твои соки. Готова? Готова. Играем? Поехали. Играем. Настя, давай все-таки расскажем историю о тебе. Вот мне реально стало интересно, кто эта девушка прекрасная, которая потратила 500 000 рублей на закупку рекламы у Алены Пестовой. Для чего это было? Давай начнем с самого истока, с самого начала. Откуда ты, твой путь,
переломные моменты. Прям вот давай, со стартов. Это же все равно какая-то такая твоя изюминка, нюх на деньги. Это же уже отображалось в стартовом, в самом начале пути. Просто очень многие приходят там в бьюти для того, чтобы там, ну, как бы, они думают, насмотрелись там на Настю, на Алену, на Катю, на Валю и хотят то же самое сделать. Ну вот давай все-таки начнем. Ну смотри, я из очень маленького города, 60 тысяч населения. Вообще, изначально я к бьюти не имела никакого отношения. У меня был маленький отдельчик в магазине. Я продавала женскую одежду, обувь и аксессуары. Это 19 квадратных метров в подвале. Ну, то есть прям такой, знаешь... Ну нормально все. Было. Маленький магазин, было. да. Потом у меня произошла очень такая переломная ситуация в жизни. У меня моего супруга посадили в СИЗО. Честно, я долгое время вообще не могла открыто об этом говорить. Сейчас расскажем. И я осталась с ребенком на руках, одна маленькая девочка, мне было 23 или 24 года. Что делать? Я ни разу в жизни сама себя не обеспечивала. Ну да, какие-то там деньги мне магазин приносил. Давай здесь вот поподробнее. Тебе 23 года. А тебя обеспечивает твой супруг. Да. Типа ты такая сидишь нахлебница, да, красивая, да, ну понятно. Собственно, я замуж за него вышла. И тут забрали. Источник дохода. Да. Что делать девчонке? Еще и ребенок на руках. Еще и ребенок на руках, еще и город маленький, еще и все в этом городе говорят и, знаешь, а-ля смеются. Мне было очень стыдно, потому что для меня всегда тюрьма это было что-то, знаешь, там, я не знаю, ну, прям из ряда вон выходящее. Честно, я пострадала всего лишь месяц, и после я поняла, что если я не возьму сейчас все в свои руки, а мне на секундочку нужно было еще и его поддерживать в тюрьме, да, ну, как бы я просто не выживу, а у меня не было вариантов не выжить. Быстренько открыла магазин, еще один в нашем городе, еще один в городе, который был миллионник при нашем городе, и пошла на обучение, собственно говоря, чтобы развивать этот бизнес не просто так, знаешь, как ремесленником быть, где ты не знаешь ни чистую прибыль и что это вообще такое, а чтобы ты понимала, что ты делаешь бизнес для того, чтобы зарабатывать, не просто вот эти вот девочковые, знаешь, развлечения. Сейчас есть очень хорошая... Да, что является хорошим? Давай я подарю тебе подарок. Для тебя, для красотки, я таких, как ты, собираю себе в свой блокнотик. Давай. Что ты это твоя косметика. Красивая. Я тебе рассказывала сегодня, да, что я гуглила ее уже на Wildberries. Это я тебе хотела заказать. Да, это тебе, это просто, даешь, да? как их называют, амбассадоры бренда? Супер, нет. кайф. Это флагманские продукты? Да, нашей кайф. компании, которые просто бьют все рекорды по продажам. Это регенератор, это, ну, сама знаешь, да, для это... таких волчковых Слушай, бровей. огонь, у меня как раз закончился. Самое главное – пользоваться, наносить тогда, когда нет косметики, тонким, аккуратным слоем. Подожди, а как? А на косметику? Да, аккуратненько, потому что если будет тональное средство, там, будет... там восковая история, да, она тебя погубит. Я люблю подарочки, я люблю подарочки. Я еще видела, какой он красивый. Я такая... Он действительно хороший. Очень красивый. Вау, просто. Очень красиво. Спасибо. Щеточка там. Поговорим на тему страха. Мы тебе подготовили всякие вкусные штучки. Сейчас начнем говорить про страхи. Обязательно досмотрите до конца видео, и вы узнаете, чего боится Алена Пестова и Анастасия Демина. Есть такое сейчас новое правило, новое утверждение. Очень часто я слышу это в Инстаграме у всех блогеров, у экспертов, у психологов, у астрологов. В общем, у всех они говорят, ну, иди в свой страх, там есть ресурс. Что ты думаешь на эту тему? Вот как ты работаешь со своими наставляемыми? Что для тебя есть инструмент страх? Как он влияет на тебя? Чего ты боишься? Расскажи, вот очень интересно слышать твое мнение. Слушай, ну ты на самом деле правильно сказала, что страх – это инструмент. То есть это действительно тот инструмент, который может тебя либо сломать, вот как мы сегодня, да, про переломный момент говорили уже, либо сломать, либо дать тебе потенциал. И ты сам выбираешь, будешь брать ты оттуда потенциал или не будешь брать потенциал. И в страхе очень много потенциала, но часто бывает так, что страхи управляют людьми, вместо того, чтобы люди брали и ставили себе на службу этот инструмент. Я очень часто люблю говорить про страх. Страх, он тебя и либо толкает на какие-то достижения, да, как вот, ну, я боюсь остаться без всего. Страх тот инструмент, который тебя будет останавливать и держать, и просто овладеет тобой и остановит. Ну, вот как ты этим инструментом пользуешься? Чтобы поставить страх себе на службу, просто качать сознание. Ну, то есть каждый раз задавать себе вопрос и давать себе ответ на то, а это действительно ли так страшно? Страшит всегда что?
страшит всегда неизвестность. То есть и это нормальная история про то, когда нам страшно идти туда, где нам ничего не понятно. Главная задача, когда страшно, просто в реальность посмотреть и увидеть, от чего я там боюсь. И если надо, прорисовать себе все пути развития, которые там могут быть. И понять, чего ты именно здесь из этих путей боишься. И так ли они реальны на самом деле, потому что часто в голове достаточно большое количество иллюзий, которые вообще не имеют ничего общего с реальностью. А значит, страх — это просто лишь какая-то история, которую нам в голову всадили. И самое главное, что важно делать, это просто сделать первое действие, один шаг. И вот так вот потихонечку, шаг за шагом идти и понимать, что все каждый раз есть иллюзия, и она ничего не имеет общего с реальностью, как правило. Я всем всегда своим ученикам говорю, очень круто, мы сейчас с тобой, конечно, будем друг друга узнавать, но вот представь, ты сейчас едешь в лифте, и тебе надо представиться буквально быстро, резко, так, чтобы о тебе услышали и о тебе узнали. У тебя буквально 1 минута для того, чтобы сказать, кто ты и про что ты, и в чем твоя суть. Смотри, я эксперт по продажам на высокие чеки. Если хочешь научиться продавать дорого, это 100% ко мне. Мой главный кейс я сделала эксперту 27 миллионов на охватах 300 человек. Я являюсь организатором конгрессов и чемпионатов в перманенте и в целом в бьюти-сфере. Я много же делаю разборов, да, и девчонки очень часто, и я в том числе, говорят о вот этих вот самых, знаешь, таких основных моментов, переломов в жизни, которые дают точки роста. Ну, конечно же, у сильнейших. Мы здесь находим какой-то ресурс для того, чтобы прям вот очень мощно вырасти, для того, чтобы двигаться дальше. И мы еще раз подтверждаем очень важный факт о том, что действительно, когда у тебя что-то произошло в жизни, когда у тебя фундамент ушел из-под ног, твоя задача была, конечно же, не провалиться, не упасть, а действовать и находить ресурс. Да, тут знаешь, что 2 варианта исхода события. Это либо ты действуешь и вырастаешь благодаря этому, либо тебя эта ситуация ломает. И выбор всегда за тобой. Я выбрала вырасти благодаря этому. И, собственно говоря, на самом-то деле, знаешь, до тех пор, пока он не пришел, это был год. Я за год купила себе машину, квартиру, построила еще 1 магазин в Екатеринбурге, да, женской одежды, и салон красоты. Вот у меня, знаешь, есть все-таки еще один вопрос. По чесноку скажи, у тебя после того, как, грубо, мужа забрали, вот в этом моменте были деньги, какие-то сбережения, которые нет, ты... То есть нет, ты... вообще нет. Расскажи, где ты взяла тогда денежные средства? Я брала кредитку для того, чтобы заплатить за адвоката. Я помню, как сейчас нужно было заплатить за адвоката 70 000 рублей. И мне никто не давал кредит, потому что у меня по факту не было места работы, я нигде не была трудоустроена, а мой магазин, который у меня был, он был оформлен на его ИП. И единственный вариант, который я вообще имела возможность взять деньги, это одобренная кредитка мне из 100 вариантов одна. Я снимала с нее деньги там с какими-то бешеными процентами, потому что снимать с кредитки деньги нельзя, и переводила деньги адвокату за мужа. Болезненно, да? Мурашки, да? А я просто, пока ты выдыхай. Тема очень серьезная. Я расскажу про, тебе, чтобы ты тоже понимала, откуда у меня началась вот эта вот точка роста, самая важная, У меня их было несколько, я уже тут десятилетия торчу в этой индустрии, да, и я могу сказать, что первая точка роста, давай ее назовем так, это смерть мамы. У тебя забирают самого дорогого, самого близкого человека, который тебе, помогал, во-первых, кормил тебя, поил, холил, лелеял там. Понятно, что я уже в то время была самостоятельна, но все-таки забрали. И здесь нужно было действовать. Дальше у меня еще одна была точка переломная. Это как раз-таки, когда я попала на деньги, делая первый чемпионат на Мальдивских островах. Я буквально вчера рассказывала о том, что там был минус на 1 300 000 на счету, на тот момент для реализации задуманного. Да, это было не без просчетов, да, это было офлайн мероприятие, но и это была самая красивая точка на Земле и самая дорогая. Она по сей день остается самой дорогой на нашей карте, да, для путешествий. И, собственно, я себе кидаю этот вызов, и, конечно же, попадаю. И здесь я ориентируюсь только на себя, потому что ответственность тогда лежала только на мне. 100%. Самое интересное, я хочу сказать, что вот кто-то в эти страшнейшие, как для многих кажется, истории
не находят сил для того, чтобы двигаться дальше. Они уходят в тину, кто-то спивается, кто-то, ну это я не знаю, почему я сказала спивается. Уходят в жертву и не берут ответственность. Они просто не берут ответственность на себя. А кто-то, смотри, находит вот этот потенциал. Ты мне сегодня говоришь, да, нет, ты не тот игрок, который бы действовал из мести, из травмы. Но я хочу сказать, что это очень круто. Я до сих пор вспоминаю эти ресурсные ситуации, травматические для психики, я считаю, в которых я нахожу прям вот максимальный жизненный запас для того, чтобы реализоваться. Я не знаю чертовой истории, как это работает, но со мной это работает. А ты знаешь, мне просто кажется, что человеку любому даны те испытания, только лишь, которые он может вообще, в принципе, пережить и благодаря которым вырасти. И, собственно говоря, поэтому мы и растем. В итоге расскажи, как ты оказалась в бьюти-сфере? 2020 год, как сейчас помню, все позакрывали. Естественно, все мои офлайн бизнесы, они тоже не работали. Я уже на тот момент была в онлайне как спикер, как эксперт, который помогал людям выстраивать бизнес-процессы в их действующих офлайн бизнесах. И я понимаю, что пиздец, я осталась без дохода. Надо что-то делать, надо прям что-то соображать. А у меня ипотека, я вот только купила квартиру, у меня ремонт в квартире, у меня муж, который только что вышел из СИЗО и который вообще не зарабатывает. И мне нужны деньги прямо здесь и сейчас. Что делать? У меня была подружка Nailmaster, она до сих пор есть. Она организовывала конгрессы и чемпионаты в бьюти-сфере, и на этих конгрессах продавала свои продукты. Я думаю, супер, классная идея, берем, тем более у меня был опыт в студии корпоративной косметологии, то есть в целом, да, тема бьюти, около бьюти. И я делаю свой первый чемпионат, первый конгресс по бровям, он у меня супер круто залетает, я там провожу эфир как спикер, ко мне приходит аудитория, все чудесно. И вот ты знаешь, я до сих пор помню, как у меня на этом конгрессе собирается 10 тысяч человек аудитория, а я ни разу в жизни не выступала, понимаешь? Перед холодной аудиторией, тем более 10 тысяч человек. Я понимаю, мне нужно включать эфир, выходить и им что-то рассказывать, а у меня, что говорить, как говорить? И вот это, вы знаешь, тоже такой один из переломных моментов, когда я пошла в свою проявленность, и благодаря чему, в том числе, я оказалась сейчас здесь, потому что на 10 тысяч человек выйти и выступить сразу была, такая себе, знаешь, задачка со звездочкой. Причем я не прорабатывала речь, я не готовила выступление на секундочку. Тезисно там что-то где-то я себе черканула, да, прописала, и вот. Такая история. Так я оказалась в бьюти. Собственно, про проявленность мы сейчас продолжим наш с тобой диалог. Мы решили же сделать тебе, как это ты сказала, свинку подложить. Ты будешь доказывать свою проявленность на ту аудиторию, которую ты хочешь себе привлечь. Чтобы за тобой пошли те самые одаренные люди, которые увидят в тебе мать проявленности. Так. Сегодня мы пойдем с тобой на самую красивую улицу города, где поют и танцуют музыканты, и ты споешь с ними. Бля. Какую песню будешь петь? Короче, у меня есть такая история. Я могу станцевать. У меня сейчас сегодня такое озорное настроение. На потанцовке. Давай только вот так договоримся, да, чтобы энергии было больше. Энергии было больше. Это еще не точно. Это еще не точно. Смотри, короче, история такая. Я пою хуёво. А тут задача-то как раз. Но хожу на вокал, и у меня есть 2 хуёво. песни. Главное уверенность и харизма, да? Конечно. Можно же и дурацко спеть можно песню, и хуйню знаешь? нести, понимаешь, в камеру глядя. Главное уверенно. Но при этом быть, раскрепощенная, такая здоровая, классная, юморная. Я могу танцевать вот именно вот такие вот танцы. И мне это больше нравится, чем, знаешь, вот эта вот история вся про девочку. Я люблю людей, которые могут, во-первых, проявиться даже через придурь. А придурь – мое все. Такой, знаете, выход из зоны комфорта, челлендж для меня. Могу я воспользоваться вашим микрофоном? Я же все играю подряд. Я же могу не знать песню. Что надо? Песня называется «Если в сердце живет любовь» Юлия Савичева. Не хочу там танцевать. Нет, такую не пою. Такую не поете? Давайте я спою. Ну, Я сейчас распугаю публику, не переживайте. Пожалуйста, пожалуйста, Но зато ради внимание Бога, привлечем. ради Сейчас Бога. YouTube классно Конечно, снимет. Друзья, Здесь. всем добрый вечер. Здравствуйте. К вам приехали гости из Москвы. И я вообще не умею петь. Поэтому я очень хочу, чтобы вы меня все поддержали. Давайте сначала начнем с аплодисментов. Давай. Хорошо? Песня будет без музыки. Что еще сложнее? Так, девочки, не смеяться. Подождите. Секунду. Ты должна заставить меня танцевать.
Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Браво, брависсимо, бравелла, друзья! Это была Анастасия Дюмина! Минута славы состоялась. Очень хорошо. Вот человек. А теперь танцы. Для чего вообще нужен страх? Проговорим на тему страхов, которые есть у меня, да? Все очень часто спрашивают, как ты вообще двигаешься, что тебе, ты вообще боишься? Тебе бывает страшно? Ну да, мне, конечно, очень бывает страшно. Я тебе сейчас вот накануне рассказала, да, про первый страх моей реальности. Я боюсь масштабироваться для всех бьютиков, да? Я прекрасно понимаю, что, Ален, ну а как ты вообще, в принципе, оказалась в перманенте? У тебя, во-первых, есть медицинское образование, у тебя есть стратегии понимания косметологии, там, как салонные бизнесы содержать, да? Как работать с коллегами в бьюти-истории. Маникюристкой ты была, когда ты в школе сидела, там, пилила эти ноготочки. То есть я, как никто, могу, в принципе, возглавить это направление. Но мне страшно. А страшно что? Страшно, не знаю. Я хочу просто, чтобы на примере меня ты дала людям понять, как вообще для начала определить страх, какие вопросики задавать себе. Возможно, есть какие-то упражнения, которые человек сможет себе проделать. Ну, то есть, вот представь, я пришла к тебе на консультацию, мы с тобой работаем. Первый, Настя, страх у меня, я тебе сказала. Второй страх – это проебаться по жизни, то есть не увидеть подсказки Вселенной, которые очень часто даются. Ты знаешь, как психолог, да, что если у тебя денежки забирают, то это первая подсказка, кто Бог, Творец, Вселенная, что что-то ты делаешь не так, ты сбился. Это неправильная работа твоего ума. Я очень сильно боюсь в конце жизни оказаться как тот персонаж, про которого я тебе говорила ранее, вслух имя называть не будем, да? И болезнь, и денежки потери. И еще плюс ты ко всему не увидишь, что правит этим человеком, который настолько одержим, видимо, своей профессией. Где искать ресурс, где искать подсказки, может быть, есть какие-то советы, которые бы ты дала аудитории, потому что там таких знаешь сколько. А кому-то вообще деньги, в принципе, не даются. Почему? Давай разберем меня. В первую очередь, вот первый страх, боюсь масштабироваться. Не знаю инструментов, да в принципе знаю. Я же вообще очень сложная, у меня очень сильный мозг, во-первых. Я боюсь, что денежки потерять. Слава, успех, что? Помнишь, ты до встречи нашей с тобой личной говорила мне, что ты боишься пойти в масштаб, потому что ты боишься потерять свою студию, ты боишься потерять аудиторию действующих мастеров перманента, и якобы ты поэтому не идешь туда, в масштаб. Но смотри, что получается. На сегодняшний день у тебя там уже нет энергии. И я сомневаюсь, что ты хочешь тащить на себе эту дохлую лошадь. Ну, как бы очевидно нет, да? Очевидно, у тебя уже там нет энергии. Нахрена тебе эта лошадь нужна? И вопрос не в том сейчас, что она тебе не приносит денег. Безусловно, приносит. Но поскольку у тебя там нет энергии, у тебя с каждым годом, чем больше ты это будешь оттягивать в этот вот свой масштаб, да, выход в свой масштаб, тем меньше у тебя там будет результативности. Энергии нет, результатов нет. Что с этим делать? Как сделать так, чтобы безболезненно просто выпрыгнуть? Да. Знаешь, что нужно сделать? Ну, может же, есть какие-то элементарные штуки, которые нужно проверить. Так, уезжаешь на 2 месяца туда-то, делаешь что-то непривычное, давай. Ты сейчас что делаешь? Ты сейчас фокусируешь свое внимание, да, на том, что у тебя есть уже на прошлом, что ты когда-то создала в прошлом. А если мы хотим идти в масштаб, наша задача фокусировать внимание на том, что будет впереди. И объективно, если мы говорим про масштаб, про аудиторию не только мелкую мастеров перманента, но и большую бьюти-мастеров, конечно, там масштаб будет больше, а масштаб, ну, то есть численность людей будет больше, а значит и денег больше. И все, что тебе нужно
сегодня. Это просто взять и из твердых инструментов, да, я люблю совмещать и мягкие инструменты, и твердые, и просто из твердых инструментов прописать себе стратегию того, как ты видишь свое развитие там. Условно, у тебя на сегодняшний день есть линейка продуктовая матрица, там, да, как угодно ее можно называть, в перманенте. Пропиши себе такую же продуктовую матрицу, которую ты будешь предлагать аудитории бьютикам. Просто условно там с теми же ценами и так далее, и декомпозируй. И когда ты увидишь эти цифры, тебе будет намного проще действовать просто чисто из того, что у тебя уже будет не неизвестность вот здесь вот, да, а в неизвестности идти всегда страшно. Тебе страшно-то почему? Потому что там неизвестно, что тебя ждет. Но так ли это на самом деле? Ты же бизнесмен, ты же предприниматель, ты все умеешь просчитывать. Сядь просто, удели этому время и просчитай. Ну, то есть ты хочешь сказать, что, наверное, надо, знаешь, как сделать? Помечтать немножко еще. Прописать, помечтать. Сначала обрисовать себе главенствующую. То есть внутри понять, чего ты вообще хочешь. Да, что ты хочешь, от чего ты кайфуешь. Да. Распознать это. Есть какие-то инструменты? Ну, допустим, вот у нас есть карта желаний. Допустим, есть классная медитация. Есть классная медитация, кстати, которую я могу подарить аудитории. Крепим вниз под этим видео, забирайте медитацию, которую Настюшка вам закинет. Ребят, я вообще кайфую от медитаций. Я не знаю, как там это происходит, но эта штука, она что-то с утра проснулся, а ты уже на ништяках на каких-то. Слушай, ты на самом деле классную штуку сказала, потому что вот это вот видение, то самое видение, куда я вообще хочу идти, это двигатель всего, и это то, что нам дает энергию идти и не бояться. Даже если есть страхи, вот это вот начинать с ними работать, потому что на то, чтобы работать со страхами, тоже нужен ресурс, тоже нужна энергия. Ты инфо-цыганка, что ли? Да. Я этим горжусь. Сейчас я тебя устрою, блядь, за эти твои термины и терминологию. Класс. Смотри, а что такое инфо-цыганство для тебя? Правильная продажа знаниями. Ты делишься и ты знаешь себе цену. Это знание маркетинга, это знание вообще цены себе. Нормальная история. Инфо-цыгане крутые ребята, потому что они не боятся принимать денежные средства, не боятся казаться нелепо, не боятся делиться, потому что на каждый продукт всегда есть свой потребитель. Это очень крутая история. Я подшутила над тобой, надо же было как-то разбавить эфир, потому что мне тоже пишут иногда, что я инфо-цыганка. Ну а что делать? Слушай, а я горжусь на самом деле тем, что я инфо-цыганка. Просто я в инфо-цыганство складываю немножко другое понятие, да? Ну, то есть для тебя это не оскорбительно? Для меня это вообще не оскорбительно. Нормально, хорошо. Продавать воздух, вы попробуйте продать воздух, друзья. Понимаете, да? Попробуйте, да. Это еще сложнее, чем продавать твердый продукт. Поэтому... Так вот, медитации, давай еще меня. Смотри, ты делаешь медитацию, да? Что ты приехала-то? Давай сюда мне знания свои. Быстренько разбери меня. Давай, дальше ты садишься и уже твердыми инструментами рассчитываешь. Если, короче, после этого всего я преисполнюсь до соточки лимончиков, ну тогда я тебе что-нибудь сделаю. Не знаю пока что. Ну, не знаю. Давай так что работай на меня. Сегодня ты работаешь на меня. Так, итак, у нас получается... Слушайся меня. Да, я тебя слушаю вообще очень внимательно. Да, дальше что мы делаем? Мы дальше берем твердыми инструментами и расписываем себе план, что мы делаем. И почему здесь, ну, или есть деньги или нет денег, да, ну, то есть, когда ты сядешь объективно и все посмотришь, то есть, увидишь картину целиком, пропишешь себе ту самую продуктовую матрицу, мы сейчас сложными словами, да, для аудитории говорим. Ты скажи людям, ты что такое продуктовая матрица? Люди до сих пор запись себе в блокнот ведут. Кстати, я буквально недавно... Я просто делаю разбор. А я вот тебе говорю, я до сих пор работаю с блокнотом, а у всех миллиардеров есть тот самый оранжевый или желтенький блокнотик, который у них всегда есть в сумочке. И он у меня тоже есть. У меня тоже, я у меня поняла, целых два, что между я прочим. точно предприниматель. А ты знаешь, что это на самом деле классная черта вообще там рефлексировать или что-то записывать. Я абсолютно это все от уверена. Руки, да, и в этом тоже много энергии. И, соответственно, большая материализация. Поэтому продуктовая матрица, Настюшка. Что это такое, миленькая моя? Специально меня? Ты людям-то скажи. Там люди-то, они же, ну, ты же знаешь, вон твоя камера там. Смотрите, продуктовая матрица. Что такое продуктовая матрица? Это когда у вас есть линейка продуктов, которые вы продаете своей аудитории, и на основании этих продуктов у вас люди проходят от первого касания. Бля, я сложно говорю, ну что? Ну а что, блядь, скажи нормально. Как ты хотела-то, блядь?
Сегодня ты пел на сцене, сейчас ты продуктовую матрицу завернула. Как людям понять-то? Вот я просто реально, я всегда ищу простыми словами. Я вот в бизнес-перманенте, я реально поняла, что там простые люди, свояки. Скажи, продуктовая матрица, это вот такая шкала от А до Б, От которая... самого дешевого продукта до самого дорогого. Вот. И твоя задача просто сформировать эту продуктовую матрицу для бьютиков. То есть она у тебя сейчас сформирована для перманентщиков. Твоя задача ее сформировать для бьютиков. И посмотреть, сделать декомпозицию. Декомпозиция – это когда вы смотрите, сколько вам надо денег, и что вам для того, чтобы эти деньги заработать, вам нужно сделать. Сделать декомпозицию, собственно говоря, да, и увидеть, что на самом деле здесь страшного ничего нет. Как минимум потому, что аудитория шире, и, соответственно, денег там больше. Все. Какими инструментами я работаю? Я работаю инструментами квантовой физики. Что такое? Это когда у нас есть нейронная связь в голове, да, нам уже проще идти не по старым протоптанным рельсам, а нам уже проще идти по новым каким-то рельсам, да, которые приведут нас к чему-то лучшему, так скажем, да, к тому, чему мы хотим прийти. Ну все, сформируй себе эту нейронную связь, посчитай, сядь и распиши, Ир, ты уже какие начала писать? продукты. Какие продукты мне надо сформировать для аудитории бьюти, чтобы пойти в это. Вообще я работаю и твердыми, и мягкими инструментами. И считаю, только в этой коллаборации можно прийти к классным результатам, особенно предпринимателям. Объясню почему. Потому что, смотри, когда мы работаем только с мягкими инструментами, чаще всего бывает такая история, что мы сидим и не понимаем, а какие действия нужно сделать конкретно здесь и сейчас, потому что мало кто из психологов, из коучей и так далее тебе скажет, что надо сделать. Они тебе все с головой поработают, а как это заземлять? Каждую свою проработку, каждый свой результат нужно идти и заземлять в материю. Только тогда у тебя будет какой-то материальный результат в виде бабок, да? Вот. И за что я люблю работу с собой? Так можно вообще говорить? Да. Нет? Короче, почему я крутая? Скажем так, Круто. да? Потому что я работаю и мягкими инструментами, и твердыми инструментами. Мы сначала работаем с головой, потом идем к инструментам, потом снова, когда человек идет и начинает, например, что-то делать, естественно, у него вылезают страхи, установки и так далее, и он возвращается ко мне и говорит, блядь, ну не могу я продавать, да? Страшно, там, что подумают и так далее. И как раз-таки вот мы тут и начинаем работать и с головой, создавать те самые нейронные связи, после которых ему не страшно, потому что он уже, там уже не неизвестность, а он уже сформировал себе опыт, пойдя по которому он пойдет и получит лучший результат, чем тогда, когда у него было до. Дай инструмент. Я тебе дала его только что. Нет, в виде какого-то упражнения. Смотри, самое Есть главное какие-то упражнение... поговорки, которые вы говорите, да? Ну, то есть аффирмации, может, вы пишете. Есть что-то такое? Смотри, самое главное упражнение, которое нужно делать всегда и всем, это когда у тебя возникает какая-то мысль о том, что я хочу сделать, и ты понимаешь и отслеживаешь, что на протяжении какого-то, например, долгого времени или короткого, неважно, ты это не делаешь, ты садишься и рефлексируешь. И просто выписываешь, да, сам с собой ведешь диалог. На самом деле, если из простых таких вот упражнений, да, это самое главное, и это основа основ. Таким образом ты, в принципе, начинаешь вообще понимать себя и почему ты делаешь то или иное действие. А потом уже с этим ты можешь прийти условно к специалисту, да, если ты не понимаешь сам, что с этим делать. Прийти к специалисту, и он тебе поможет. Как ты относишься к тому, что твой конгресс называют моим? Я реально хочу сказать о том, что мне все всегда писали: Алена, ну что, когда будут подарки? Ну когда? И все, реально, те, которые приходили от меня на твой онлайн-конгресс, они думали, что создатель этого конгресса непосредственно я. Я развею миф о том, что кто стоит за Аленой Пестовой, и еще один человек, который создал этот невероятный конгресс. Вот такие вот дела. Сколько тебе этот онлайн-чемпионат приносил прибыль? Ну вот самое большое это было 5 миллионов. Это самый максимум. А что сейчас изменилось вот со временем? Что произошло? Смотри, во-первых, очень большое количество сейчас стало конкурентов, так скажем, коллег, да. Во-вторых, сейчас, в принципе, бич всех онлайн-чемпионатов в том, что большое количество экспертов ходят везде с одними и теми же темами. И нет LTV, ну, то есть нет людей, которые из потока в поток ходят к тебе. А раньше была вот эта вот история. То есть раньше были разные темы, раньше были разные спикеры. Плюс еще не стало таргета, и, в принципе, в Инстаграме стало все плохо. Раньше таргет приносил условно x200. Ну, другие страны не запускают таргетированную рекламу? Она не работает, она очень дорогая, и окупаемости вообще нет. Ну, то есть уже у нас средний чек низкий очень, и окупаемости вообще нет. И смотри, если сейчас аудитория досмотрит до конца, она 100% поймет, за счет чего можно на небольших даже охватах зарабатывать много. Ну, сейчас как раз это очень сильно актуально, потому что мы понимаем, что нет таргета, что-то происходит с Инстаграмом, а раскачивают его при помощи контента правильного, увлекающего
всего единицы, поэтому охваты очень мощно упали. Прикольно, здорово. 3 совета даже? 4? 5? 5. Это мощно. У меня все равно еще один есть такой вопросик, знаешь, к тебе. Эти охваты, как ты думаешь, работают только при помощи твердых инструментов, которые ты даешь, или все-таки из внутреннего желания человека, который приходит к тебе по четкому запросу? Все в совокупности. Без твердых инструментов это не работает, но если у тебя нет состояния, если у тебя есть большое количество страхов, установок, ограничивающих убеждений, то это тоже не будет работать. Ну, немножко отчасти будем говорить сегодня про проявленность. Дай упражнение по рефлексии. Как она начинается? Ты задаешь себе вопрос и начинаешь там отвечать, филармонишь, общаешься сама с собой. Выписываешь вообще все, что тебе приходит в голову. Например, мне страшно идти и продавать на высокий чек, я не знаю, или мне страшно идти и записывать сторис с говорящей головой. Ты садишься и задаешь себе вопрос, а почему мне страшно записывать сторис с говорящей головой? И тут у тебя выплывают все страхи твои, да, потому что мне страшно услышать о себе какое-то негативное мнение от окружающих. Сказали, да? Дно, да, вот это вот все. Чувак вообще сегодня отжарил, конечно, на площади. Да, а смотри, он был неизвестный. А представляешь, ну, то есть для меня неизвестный человек, мне даже и это было неприятно. Но, а представляешь, человек, да, который только-только начинает проявляться, и ему там, не знаю, мама говорит, фу, ты что вообще, ты какая-то инфо-цыганка, а сейчас еще тем более такое инфополе, да, вокруг этой всей истории блогерской темы. Мне там страшно, что обо мне подумают, мне страшно, что от меня отвернутся друзья, мне страшно, что надо мной будут смеяться, или там, ну, вот это вот все, и ты садишься, просто выписываешь, что конкретно, чего конкретно ты боишься. Это очень здоровский инструмент, я знаю, что такое рефлексировать, я этим занимаюсь очень часто, но мне очень хотелось вот простыми словами, чтобы ты сказала для аудитории, которая нас смотрит, и смотрят нас девчата, для кого-то это вообще новое. И здесь реально в этом с тобой диалоге были очень крутые инструменты. Я думаю, что ты можешь легко сейчас сделать разбор, кому-нибудь пригласить на разбор и быть очень полезной, потому что это очень здорово. Индивидуальный формат, да, вроде посмотрела, вроде, ну, там, подумала об нас, но все-таки, когда есть индивидуальный разбор, это всегда очень дорого и здорово и максимально эффективно. Да, класс, давай пригласим сейчас девчат и ребят в том числе, да. Давайте, друзья, я вам подарю от себя лично разбор одного из вас, кто сейчас сделает скрин экрана, поделится этим скрином в сторис, отметит меня, Алену. Можете написать, кстати говоря, инсайты, которые вы получили здесь после просмотра этого ролика. И мой разбор, на секундочку, стоит 50 тысяч рублей. Я подарю одному из вас его абсолютно бесплатно. Отмечайте Алену, меня, выкладывайте в сторис, и будем разбираться, почему вы не можете выходить на высокие чеки, почему вы не можете продавать, почему вы не можете идти в проявленность и так далее и тому подобное. Точно инфо-цыганка. Так и знала. Какой твой главный страх? Ты писала такой глупейший страх. Слушай, Я тебе сейчас тут такое выдала. Боюсь таракана. Несите в студию тараканы. Сейчас кушать будем. Поле чудес у нас. Что за поле чудес, Ты пойдешь в свой друзья? страх? Пошли. Давай. Подожди, они что, живые? В смысле? Она открыла дверь. Мне уже страшно. Подожди, что ты будешь делать со мной? Что ты будешь делать со мной? Ты сейчас пойдешь в свой страх. Тебе страшно? Короче, смотри, подожди, не открывай, пожалуйста, я скажу. Мне кажется, после этого мы закончим запись этого ролика, потому что я не смогу говорить. Я предупреждала. Я вообще по барабану. Знаешь, как малинка еще пахнет? Короче, Алена. Малинка, малинка, калинка, малинка. Обожаю. В смысле? Там реально тараканы? Блядь, Алена, там реально тараканы? Что, в смысле, ты сейчас их есть будешь? Сука! Нет, они там живые! Обожаю. Я с тобой, блядь, боюсь. Ну, поближе подойди. Они не выпрыгнут? Нет. Иди сюда. Иди, реально. В смысле, нет? Вы что, как будто вы с ними знакомились и предупреждали их? Давай. Обожаю. Смотри в мои глаза. Девочки, ну это Я просто так прикол. обожаю. Я это обожаю. Я обожаю. Просто садистка. Иди поближе. Блядь, за что я заплатила деньги? За то, что ты... За таракан. За то, что ты таракана? Они не выползут? Они что, в клетке? Они не кусаются. Иди ко мне, моя крошка. Я не увидела. Ну, ты попробуй.
Тебе так не делать. Видела? Видела? Подожди. Дыхание. Обожаю это. Это мое любимое. Подожди, что мы делаем? Мотивация. Тебе надо скушать этого таракана. Самого большого, на минутку. Они не живые, что ли? В смысле не живые? Я знаю, я по всему... Нет, блядь, Алена, в смысле? Нет. Убирайте. В смысле? Ладно, садись. Но ты съешь по-любому сейчас чуть попозже. Большого самого. Садись. Убирай коровку. Вот здесь они, ладно? Я не буду тебя пугать. Они же реально Смотри. живые. Давайте поговорим на эту тему. Почему ты боишься? Смотри, это твой страх. Вот он. Да. Он тебя кусал? Нет. Давай вспомним эту историю. Что такое произошло? Почему ты так его боишься? Ну так-то на минуту мадагаскарский. Они там малинку кушают за 1100, блин. Кормлю тебе твоих тараканов, садись. Вот смотри, сейчас ты дала эмоцию. Вот речь же про проявленность, да? Почему такой страх дикий? Что там произошло? Что он тебе... Слушай, ну они неприятные на самом деле. Они не наказывали меня. Я просто однажды проснулась ночью на Бали, и он ползет по моему лицу. Что-то щекочет, слышу, щекочет что-то. Я убираю его. Ой. А он вот такой, понимаешь? И вот такой же, кстати говоря. Ну, это они. Я поняла. Но это неприятно, это просто неприятно. Ну, типа, страх можно оставить. Зачем оно надо? Да я готова оставить тут страх таракана. Ну, что приятного, зачем с ним бороться? Ну, нормальная же история. Как раз-таки вот про то, что, помнишь, почему мы одергиваем руку, когда ошпарились кипятком? Это действительно инструмент, Конечно, который вшит да. в нас для того, чтобы Конечно. остановить, для того, чтобы не оступиться, для того, чтобы не изуродовать себя. Это сохранение. Да, чтобы ты на красный свет в час пик, понимаешь, не пошла по шоссе. Ну, то есть, ты просто берешь и используешь этот инструмент. Вот зачем я буду бороться со страхом, который позволяет мне не прыгать с 14 этажа? Ну Классный тогда же вот страх. эта дурацкая поговорка, что иди в свой страх, она все-таки обнуляется, да? Смотри, очень важно вопрос ведь понимать. не в том, что страх – это хорошо или плохо. Страх, ну, он нейтрален. Вопрос в том, мешает ли он тебе добиваться своих целей. И если тебе страх мешает идти туда, куда ты хочешь прийти, тогда и нужно с ним работать. А если, ну, как бы, в целом я не планирую идти и зарабатывать на том, что я там буду среди тараканов танцевать, понимаешь? Зачем мне буду идти и работать с этим страхом? Это все. Открывай. Что открывай? Давай еще неси, это дети были. Давай ешь. Пусть ест. Не, ну в Там такой смысле? голос, В закадровый смысле? голос. А как мне делать экшен вот из этого? Мы сегодня что делали-то? Вообще детский сад уже. Все попели на площади. Все эти интервьюшки посмотрели. Людям ты живая нужна. В тебе столько было огня, страсти, любви сейчас, когда ты тебя орала, обожаю. крошка, блин. А что ты сидишь-то? Просто. Ну ты это сделал с каким-то удовольствием. Вкусно? Очень. Очень. Я ни хера откусила. На секундочку, да? Фу, бля. Девочки, блядь! Чё? Че, он где-то там? Кто? Нет, ты чё, садись, нет. Девочки, не прикалывайтесь Нет, надо мной, Настя, ты что? пожалуйста, Давай я мы не заканчиваем. смогу. Серьезно, ты что? Побежала, блин. Выбежала, блин. За счет чего твои ученики растут? Расскажи, пожалуйста, о твердых инструментах. Начнем с того, что они делают квантовый рост. То есть они за 2 месяца вырастают со своего дохода там, в 150-200 тысяч рублей до дохода в 1 миллион, в 1,5 миллиона. И почему они так быстро растут? Потому что когда они ко мне приходят, я вижу, что им нужно сделать, то есть то самое ключевое действие, которое поможет им пробить тот самый потолок. С чего начать? Ты даешь не обобщенную историю, а ты выявляешь. Что конкретно этому человеку нужно сделать конкретно в его ситуации прямо сейчас. А самое главное, я помогаю ему делать, потому что
Честно, сейчас очень много информации везде, что нужно делать, но многие люди этого просто не делают. А самое главное, многие люди не понимают, с чего нужно начать, чтобы вырасти. То есть, условно, они делают много-много-много-много хаотичных действий, но того самого, которое выведет их на то, чтобы вырасти в доходе, они не делают. Результат моего продукта – это бабки. Да, то есть результат моего продукта – это деньги. И все, что человек делает в работе со мной, это только те ключевые действия, которые выводят его на результат в деньгах. Конкретно какие инструменты? Смотри, начинаем мы всегда со стратегии. Стратегия – это понимание того, что ты должен делать шаг за шагом, чтобы стабильно, системно из месяца в месяц расти. Тоже, знаешь, такая основная история многих, что они не понимают, кто их целевая аудитория. Когда мы не знаем, кто наша целевая аудитория, не на уровне вот это вот женщины 45 лет, это никому не интересно, а на уровне понимания бытовых проблем своей целевой аудитории. Только когда мы понимаем, о чем наша аудитория думает каждый день, когда она приходит домой, только тогда мы можем ей продавать. Любой продукт, неважно вообще какой. Первое, что мы делаем с людьми, это понимание вообще аудитории, на которую они работают. Следующий момент, мы работаем над продуктом. Я искренне считаю, что только создав сильный продукт, ты можешь системно расти из месяца в месяц. Если у тебя нет твердого, хорошего, классного продукта, все, что ты можешь сделать, это условно раз-два запуститься, продать его, да, и потом словить хейт, что у тебя говнопродукт. Третий инструмент – это умение донести свою ценность своего продукта до клиента. И часто вот эта вот история очень сильно связана с своей самоценностью. То есть если человек не уверен в себе, он не уверен в своем продукте, и на этапе продаж он просто сливается, он просто не понимает, как донести ценность своего продукта до клиента. Он начинает говорить всем, чем угодно, и продавать всем, чем угодно, но только не теми ключевыми ценностями, которые человек, собственно говоря, и готов купить. Ключевые ценности. Можешь сказать, что это такое? Ключевые ценности – это почему я должна купить у тебя твой продукт, почему я тебе должна занести деньги. Особенно, если мы говорим про продажи на высокий чек, почему я тебе должна занести 150 тысяч рублей, а, например, не Даше 50. Да? Давай 3 причины, почему я должна купить твой продукт. Потому что он приводит меня, конкретно меня, к моему результату, то есть он закрывает мою боль, да, потому что часто продукты не закрывают боль. Мне кажется, это основное, и этого достаточно. То есть до тех пор, пока ты не научишься закрывать боль клиента, все, продажи нет. Даже не говоря уже про высокие чеки или низкие чеки. Ну, типа, есть очень крутое упражнение вообще для всех, когда я тоже захожу в работу, в индивидуальную работу с людьми, я всегда говорю, назови мне 10 причин, почему я должна купить у тебя твой продукт. Почему ты должна купить у меня продукт? Да. Я вот сейчас прям вчера сидела, представляешь, и в заметках себе писала. У меня даже есть заметки, я реально сделала больше 50 фактов того, почему должны купить у меня непосредственно мой продукт. И представляешь, оно все лилось и лилось, я просто вчера устала уже и перестала писать. То есть такие штуки, когда есть 10 причин, они основные, из которых ты уже выстраиваешь, а есть упражнения, которые мы делали, 50 фактов о тебе, почему человек должен купить у тебя непосредственно. Первые льются, ну такие, знаешь, хаотичные, все, что там на поверхности. Дальше уже там с 30-очки примерно начинаются вот эти внутренние, глубинные, твои подсознательные. Та вот основа твоя сила, твоя мощь, она немножечко в более глубоких слоях сознания. А еще самое главное сделать так, чтобы не просто почему у меня клиент должен купить, а что он получит, пройдя мой продукт до конца, или что он получит, купив мой продукт. И вот это еще более глубинная штука, потому что люди всегда покупают, когда получают то, чего они хотят. И вот эта история перекликается напрямую с пониманием своей целевой аудитории. Если вы не будете понимать на бытовом уровне боли, проблемы, желания, потребности своей целевой аудитории, какой бы вы сильный продукт ни создали, вы не сможете его продать, потому что вы не будете понимать, какую ключевую проблему своим продуктом решать у аудитории. Понимаешь? Твои ученики все достигают хороших результатов? Кто доходит до конца, да. Ну, давай я позвоню. Давайте позвоним ученику Анастасии и спросим, что там, как там с ее продуктом. Алло. Анночка, здравствуйте. Это Алена Пестова вам звонит. О, ничего себе. Приветик, дорогая. Привет. У меня есть пару вопросиков к тебе на тему одного нашего общего с тобой знакомой прекрасной, которая боится тараканов. Поняла. Ее зовут Настюшка Демина. И я хочу, позадаю пару вопросов, прям быстренько. Честно хочу. Вот прям разбираю ее, сижу по частям, по запчастям. Все хочу на какую-нибудь лажу поймать. Не сдается.
Даже тараканами пугала, и то не сдается, правду лупит, и все. Главное говорить правду. А то я тебя поймаю. А ты меня знаешь. Запугала мою девчонку. Да, конечно, говорит. Расскажи, пожалуйста, вот ты работала с Настей, свою исходную точку. С чем ты пришла к Насте? Какая проблема была? С тем, что я дешево продавала курсы и не знала, как их начать продавать дорого. А какие проблемы тебе Настюша подсветила в процессе работы? Ну, мы вообще в целом составили по-другому немножко курс. Она мне подсветила, что можно добавить туда. И вообще в целом, как делать продажи на более высокие чеки. И вот смотри, именно, знаешь, из твердых инструментов, которые тебе вот помогли выйти на желаемый доход. Вот прям, знаешь, инструменты именно, какие... Ну, мы сейчас просто говорим, и, возможно, твои советы для мастеров будут очень актуальными, потому что эта штука появится на моем YouTube-канале. Вот. И я бы хотела, чтобы ты поделилась 3 инструментами, но это сейчас бич ведь. Мастера перманентного макияжа очень обесценили свой труд, сделали очень низкий прайс. Вот у тебя сейчас получилось, ты работала с Настей, я продаю Настю, и я хочу, чтобы ты дала 3 инструмента, которые действительно помогли тебе выйти на новый доход. Ну, это переупаковка продукта, если есть, да, уже курс, либо составление своей программы курса. Потом это сторителлинг, продающий, Донесение ценности. личные созвоны. Ну, в общем-то, и все. С каким чеком ты пришла к ней, и на выходе сколько ты сейчас имеешь? Вот точка А, точка Б, можешь сказать? Ну, именно если по обучениям, то я продавала за 40 тысяч обучения, а сейчас у меня продаются по 280. Там разные пакеты, но самое дорогое 280 стоит. Это регулярные курсы? Ну, вот было уже, получается, сейчас будет 4-й поток. 4-й поток раз в месяц запускаешь? Полгода. Нет, ну не раз в месяц, чуть реже все равно, потому что мне же нужно обвести группу еще, я их веду еще 2 месяца в онлайн, как наставник. Супер. А скажи, пожалуйста, еще знаешь, какой момент? Позадаю вопрос, парочку еще. Сколько в группе человек набирается? 2-3. 2-3 человека. Ну, примерно в разницу 1,5 месяца, да? Раз в 1,5 месяца ты запускаешь потоки. И там у вас входят личные наставничества, то есть это базовый курс, который вы переупаковали, и дальше ты идешь как наставник для начинающих специалистов. Да, все верно. А можешь сказать, через что ты продаешь? Просто через Инстаграм? Через Инстаграм, через ВК, да, пока других у меня нету этих. Но я понимаю, что надо, конечно, и Ютуб, и Телеграм подключать, но пока вот ВК и Инстаграм. Хорошо. А в ВК ты закупаешь рекламу? Нет, просто вот все, кто на меня подписан, смотрят сторис и все. В Инстаграм закупает, говори. Рекомендации еще бывает. В Инстаграм закупает рекламу, супер, молодец. Сегодня обязательно подпишусь на твой аккаунт, посмотрю, врешь или нет. Да ладно, я шучу. Ань, спасибо тебе огромное за ответики. Супер. Прям я честно прочувствовала, что там ни капли пиздежа нет. Это очень здорово. Молодец, Анют. Я желаю тебе побед максимальных. Как говорится, всего доброго. Пусть будет много денег и больше хорошего настроения, чтобы все было в кайф. Прям как тост. Спасибо большое. Круто, что пообщались с тобой лично. Давай, удачи, Анют. Сторителлинг не забудь выставить сегодня, что ты общалась с Аленой Пестовой. Да. Инфоповод перед продажами. Обожаю. Ладно, Анют. Хорошо. До встречи. Пока. Пока. Хорошо, пока. Спасибо. И это я тебе еще не дала самую свою лучшую ученицу, которая сделала максимальный кейс, понимаешь? Сколько? 4 миллиона на момент, когда мы с ней общались 2 месяца назад, сейчас уже, мне кажется, 5 или 6. Что делает? Знаешь, что Онлайн она делает? продает? Она наставник экспертов и помогает, в том числе мастерам перманента, тоже масштабироваться, зарабатывать за счет высоких чеков и так далее. Смотри, мы с ней сделали в рамках моего наставничества 1 миллион, и потом на каждый месяц этот 1 миллион сама уже делает. И вот я говорю, что 4 миллиона – это у меня информация 2 месяца назад, буквально 2-1,5. А сейчас, вероятнее всего, уже 5-6. Почему все-таки? Мы же говорим сейчас о единицах. Это единицы. А почему не все идут в масштаб? Вот как ты думаешь, что это за бич? Смотри, я считаю, Это что ж не бич. всем, я считаю, что не всем нужен масштаб на самом деле. Объективно, не всем нужен масштаб. То есть Ну, ты хочешь сказать, не всем нужны деньги? А масштаб не равно деньги. Почему?
Почему Объясни. масштаб не равно Да. деньги? Ты имеешь в виду про Речь деньги. Почему? про масштабирование именно в деньгах. Почему? То есть, смотри, вот мы понимаем, да, из 100% населения, я просто, знаешь, сколько через меня проходит? Там начиная от чеков по 500 рублей. Ну, то есть, и я понимаю, я-то могу ответ дать. Как ты думаешь, почему там из 100 до хороших результатов доходят единицы? Ну, потому что это глубокая работа над собой. Деньги, вообще что это? Это проявленность и масштаб личности. И не все готовы работать над своей личностью. Не все готовы работать со страхами, не все готовы работать с установками, убеждениями, идти в свою проявленность. Но они сидят в говне. А проявленность это равно деньги для тебя? 100% для меня, да. Но смотри, Ну, проявленность то есть ты хочешь какая? сказать, что какой-нибудь Я сейчас не чепушилка, говорю- петушащийся, который сегодня, вот, допустим, пел и танцевал там пьяненький, прибуханный на площади, на Баумана, у него есть деньги? Он проявленный вообще в доску просто. Я знаю, знаешь кого? Смотри, Помнишь, мы сейчас... Вот поэтому и нужна стратегия. Сейчас понимаешь? смотри, да. Вот, это другая история. То есть я хочу сказать, что помнишь, у нас на проекте, как его называют, реалити-шоу, была приглашенная Карина Мурашкина. Знаешь, она про проявленность научилась театрально. Она говорит, я бабло не видела вообще там в течение многих лет. Я Почему? тебе больше скажу, что актеры, они все не очень-то и богатые на самом-то деле, да. Ну так важно, потому что не только проявляться, да, это один из составляющих успеха, и в том числе там масштаба и денег, да. Почему я топлю за стратегию, почему я топлю за мягкие инструменты? Потому что стратегия — это один из важных моментов, который помогает тебе, ну, либо свою проявленность не пойми куда совать и не пойми чего получать, да. Здесь ты четко понимаешь, что нужно делать, какие целевые действия нужно делать для того, чтобы прийти к тем самым деньгам. То есть не просто так, да, идти на Баумана мы сегодня ходили, идти на Баумана и петь. Но я тоже спела. Ну, тебе денег что-то не дали? Не дали, да, я еще дала. В чей микрофон пела. Ну, слушай, ну я это делала для чего? Я это делала для ютубчика. Сейчас через ютубчик, понимаешь, аудитория ко мне придет через твой, наверное, да? А вот еще знаешь, какой вопрос у меня? По поводу, как ты считаешь, это вопрос вообще не по теме, хотя отчасти он принадлежит этой теме. Для тебя каждый человек может продвигать личный бренд? Нет, и не каждому это надо. Отлично. Почему так считаешь? Чтобы продвигать личный бренд, ты какими навыками должен обладать? Смотри, мне кажется, что в первую очередь ты должен вообще понимать, для чего тебе это, и искренне этого хотеть. Ну, то есть, я думаю, что ты прекрасно понимаешь, что мы успешны только в том, когда мы занимаемся тем, что нам искренне нравится, от чего мы кайфуем, от чего мы получаем удовольствие. И изначально, если я пойду туда, где я не получаю удовольствия, я никогда там не преуспею. Я никогда там не стану номером один, понимаешь? И деньги всегда есть там, от чего ты кайфуешь. Я просто здесь хочу очень важную подводку сделать, да, о том, что нас реально во многом надули, нам наложили кало в уши на тему личного бренда, о том, что давайте прокачивать. Такие красивые сексапильные девочки обычно говорят про личный бренд, про силу личного бренда. Я очень часто привожу пример создателя Зары. Его лица никто не видел. И личный бренд — это в первую очередь про твою внешность, про грацию, про красоту, про умение говорить. Обладаешь членораздельной речью. Очень важно иметь экспертность в поле, в котором ты обитаешь. Третье – это постоянные мероприятия. Четвертое – это стиль, мать вашу. Ну реально, это же про это. И все ли женщины в бьюти-сфере обладают этим навыком? Там еще есть парочка, у меня есть подружка GPT-шка. Я там сижу, очень часто говорю, что такое личный бренд? Какие навыки вообще во всей этой истории? То есть, если я сама не могу дать ответ на вопрос, да, почему для меня во многом сегодня это простая дичь, просто вот это дешевое инфо-цыганство о том, что люди продают свои продукты и пытаются их навязать всем. Разве все могут продвигать личный бренд? 100%. Да, бизнес вы двигать можете, любая вообще фигура в этой истории. Самое главное, чтобы у нее был вот этот внутренний энергетический запал, да, двигать и развивать это направление, чтобы, понятно, там еще там разум и прочее. Но
за сильным брендом может стоять абсолютно безликая фигура. Да, со стратегией и с умом. Чаще всего так и бывает, на самом-то деле. И не все личные бренды могут себя монетизировать, понимаешь? То есть, если мы говорим про личный бренд как про личность, то не все люди могут монетизировать свой личный бренд, потому что изначально строят его не на тех смыслах и ценностях, которые можно потом монетизировать. Немножко разложили, да, про личный бренд. Ребят, обязательно пишите комментарии на тему того, что вы думаете на создании и вообще про личный бренд, как вы к этому относитесь. Если у вас вопросы, обязательно в следующих эфирах будем рассказывать на эту тему много очень ценной и важной информации. Может, еще разочек кого-нибудь позовем, Натюшку, можем с ней еще пообщаться на эту тему. Пишите комментарии. Таким образом мы будем понимать вообще, интересен ли был эфир. Обязательно комментики, обязательно репостики, обязательно умозаключения свои, которые вы должны проявить в нашу честь. Человек сегодня тараканы кушал, чтобы вы понимали. И последняя тема, про которую мы будем говорить сегодня, это создание онлайн-чемпионатов. Это тот самый инструмент, который помогает людям проявляться. Ну так ведь? Конечно. Давай немножко на эту тему подискутируем. Чтобы стать вот лидером в нашей бьюти-нише, обязательно ли транслировать свою экспертность? И каким образом мы вообще можем транслировать свою экспертность? Ну, конечно, обязательно, да, чтобы к тебе прислушивалось мнение большинства. В любом случае они должны понимать, за что они тебя должны смотреть, почему они к тебе должны прислушиваться. Это 100%. Зачем участвовать в чемпионатах? Что дает это вообще людям? Что дает это мастерам? Я всегда как организатор, знаешь, говорю такую вещь, наверное, нельзя такую вещь говорить, но часто люди идут на чемпионаты для того, чтобы самой себе подтвердить, что они крутые. И я честно против этой истории, потому что на чемпионатах всегда побеждает 1, 2, максимум 3 человека, да. И там вообще не факт, что тебя оценят по достоинству. И вопрос не в том, что тебе судьи засудили, вопрос в том, что у тебя во время чемпионата рука дрогнула, или там ты заволновалась и не смогла справиться с волнением, понимаешь? То есть существует не все большое люди количество готовы принять. факторов. Я хочу сказать, что я наблюдаю за моими коллегами, и не каждый может принять поражение по достоинству. 100%. Но знаешь, они думают, это все нечестно, это вот опять, да, вот эта вот история скинуть на тебя ответственность. С себя снятие, да. Я всегда говорю, у нас на Мальдивах победила та самая самка, которая жадно ждала свою победу. И ее работа, по моей версии, не была лучшей. Как так происходит? Ну ты идешь за победой, ты молись на эту победу, а не на оценки. Моя будет победа. Я иду туда, чтобы забрать, жадно вырвать у тебя. Вот, и это классная история, когда ты идешь вот за этим. Но многие люди идут, знаешь, за тем, чтобы утвердиться и подтвердить себе, что они неплохие, заведомо проигрышная херня. Потому что чаще всего они получают как раз-таки то, что они не занимают даже первых 3 мест. И еще больше в себе расстраиваются и уходят вообще там в депрессию. Нет, вот я всегда всем говорю, идите на чемпионат в первую очередь для того, чтобы просто получить комментарии от судей, где вам важно доработать, да, где вам важно подтянуть свое мастерство. А вот эта вот победа и оценка, это заведомо история не... Но это знаешь про что? Это про то, что ты должен быть благодарен. Это заведомо необъективная история, понимаешь? Я просто призываю наших студентов и учеников, и людей, которые принимают участие в подобных мероприятиях, быть благодарным. Ну, это же действительно очень важно получить от эксперта, от сильного игрока на рынке, который много раз побеждал, уже проявился, комментарий. Разве они дадут это бесплатно? Вообще, да нет, 100%. конечно. И здесь есть возможность получить это очень здорово. Расскажи факап какой-нибудь с последнего или там с чемпионата, который тебе вот прям очень сильно въелся в память. Ну, прям чернухи у нас не было. У нас очень отлаженная команда работает, и прям там, знаешь, все бизнес-процессы, они как часики, я такое люблю. Я потому что все-таки не только инфо-цыган, но и твердый предприниматель. У меня была сетка, да, федеральная магазинов женской одежды. Смотри, чернуха, которую я помню, больше всего, которая доставила мне нервишек, пошевелила. Сижу я дома, мне пишет Алена Пестова: Настя, вы почему не отправляете подарки? Мне там девочки жалуются в директ. У меня начинают трястись руки, я думаю, ах вы суки, почему? Да, это прикольно. Что я помню там? Что там произошло? А я, знаешь, и мы начинаем разбираться и понимаем, что подарки этой девушки, про которую конкретно ты писала, это, вероятнее всего, была какая-то твоя знакомая, они ей доставлены, они ей доставлены. Вот мы скидываем трек-номер, мы скидываем, по-моему, даже переписку, если я не ошибаюсь, что мы ей пишем и где мы ей пишем о том, что подарки есть. Но за то время, когда мне моя ассистентка искала вот эту вот всю переписку, искала подтверждение, я, клянусь, я чуть не посидела. Ну, потому что для меня вот это вот, знаешь, это ответственность, да, это личный бренд, в
том числе, это бренд Конгресса и бренд твоего лица, потому что ты являешься лицом нашего Конгресса, на тот момент являлась, да, лицом нашего Конгресса. Я думаю, пизда сейчас всем, если это реально так. То есть я чуть не посидела. Ну да, это же про, ну, во-первых, очернить-то можно же с одного раза, и уже к тебе не вернуться. Это же реально один отзыв. Знаешь, отзыв неблагодарный, он вообще просто очерняет всю твою память. Почему-то въедается. Знаешь, кстати, как? Я вот на самом деле не очень с этим согласна, объясню почему. Потому что у нас тысячи участников на Конгрессе, и я не знаю, может быть, ты даже и не знала, что у нас подарки вообще мы раздаем всем, абсолютно всем участникам Конгресса и чемпионата мы даем подарки. То есть это физические какие-то подарки, которые мы отправляем. И представляешь, вот это вот, я думаю, что у тебя есть свое производство, ты прекрасно понимаешь, какая это большая ответственность, Конечно. когда у тебя 1000 отправок, понимаешь, в очень короткий срок. Да, это и очень реально, обычно человеческий фактор бывает такое, что где-то что-то мы упустили. И вероятнее всего так где-то когда-то у нас было. И мы кому-то, возможно, этот подарок не отправили, но когда нам люди пишут, естественно, мы всегда исправляем ошибки. То есть нет задачи обмануть кого-то. Давай завершим это прекрасное мероприятие. Было очень приятно пообщаться. И знаешь, что хочу сказать? Слушай, взаимно вообще, да. Ты крутая. Ты тоже очень крутая. Я очень рада, что в нашей индустрии есть твердые эксперты, которые сопровождают людей. Я же тебе говорю, да, о том, что вот моя компания, у нее прям в стратегии именно перманентная компания, у нее написано быть опорой, чтобы не было страшно. Мы прям это долго-долго генерили, несколько часов, несколько дней. Сначала они выжимку делали из моего ума, потом вся команда собиралась. И в итоге мы написали стратегию на определенный период времени быть опорой, чтобы не было страшно. Действительно, сегодня в этой индустрии и вообще даже в бьюти-индустрии не хватает тех самых сильных наставников, которые проведут слепенького через тернии, да, покажут, расскажут, дадут мотивацию, где-то волшебную люляшечку, где-то по головке погладят, да, замотивируют. Это очень здорово, это дорого, что есть, ну, реально в этом мире, это дорогого стоит. Пусть твои наставничества продаются на космические бабки, себе тоже того же желаю. И вообще не сложно и не жалко поделиться таким контактом, как ты. Молодец, творите красоту. Ваши чемпионаты мы поддерживали и продолжим поддерживать. Очень приятно на самом деле было. Спасибо за приглашение, за то, что забрала у меня столько денег. Ты сама просила. Вообще, слушай, я нисколько не пожалела. Давай ребятам еще напомним о том, что я, собственно говоря, для них подготовила разбор их страхов. И тем, ребята, кто хочет не только страхи разобрать, но и хочет понять то самое ключевое действие, благодаря которому вы сможете выйти на X2-X10 уже в ближайшие 2 месяца, делаем скрин этого ролика, выкладываем в Инстаграм, отмечаем Алену, отмечаем меня и делимся своими инсайтами. Из всех тех, кто отметил, я выберу одного человека, кому подарю свой разбор и подарю свою стратегию, на секундочку, стоимостью 50 000 рублей каждая, абсолютно бесплатно. Дорогие друзья, с вами была Алена Пестова и Анастасия Демина. Подписывайтесь, конечно же, на канал, комментарии. До скорых встреч. Бай!